Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Мы сегодня начинаем первую серию выживания и сразу узнаем, что лучше делать с первой минуты игры, насколько круто то либо другое в игре и как изменилась игра для новичка с самого начала. Итак, первое, что мы получаем, это, конечно же, вот ежедневный бонус. Не забываем. Крутая тема, и я думаю, что это большущий плюс. Следующее, что нужно учитывать игроку, это зайдя в настройки, ты должен немножечко шарить, что делать. Итак, мы будем начинать новичка полностью сначала, серия за серией, мы прокачаем его до максимального уровня. Я привязан к Google аккаунту, но мы можем также привязаться к эфиру, за это получить ракетницу. Это потом. Итак, музыку выключаем, все настраиваем под себя. Итак, я на ультрах. И условия положения чуть-чуть правее нажимаешь и удерживаешь целых 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 раз. Выходит вот такая вот штука, которая просто интересно увеличивает вам плавность игры максимум. 60 кадров. Крутая тема. Теперь персонаж очень плавно бегает, и это очень круто. Так, что мы делаем в начале в игре? Понятно. Лутаем, выживаем, собираем. Я так понимаю, что многие это знают, но мы, ребят, сегодня делаем ветер. Мы сегодня просто-напросто все, что у нас попадается, все, можно так сказать, разжевываем от секунды к секунде. Заходим на почту, у нас на почте есть бутылки с водой, это тоже забирай. Если ты это забираешь, то оно у тебя появится и у завтра. По-моему, так было ранее. Итак, разваливаем кабину некоторым зомби и заглядываем уже к себе в инвентарь. Потому что эти ящики это то, что будет с нами, ну, можно так сказать, всю игру. Что у нас здесь еще горит? Почта. То есть мы можем типа показать, что у нас есть железная руда. Почему она у нас тут вот так вот горит? Не буду. Ну, то есть одна единица чего-то на почте есть. Заходим в события. Много событий, которые доступны некоторые с 15 левела, некоторые сразу. И это очень круто. Итак, разбившийся корабль и много чего интересного. Не зря мы зашли сегодня испытать свою удачу. Как вы видите, вот такая вот тема. Нужно кливерки, все остальное. И это очень круто. С первой секунды игры ты должен знать, что у тебя все на базе максимально круто. Если ты хочешь быть, как говорится, настоящим выжившим и в будущем ни в чем себе не отказывать, ты следуй маленьким указаниям. Первый выживший, который на тебя нападет, в какую бы ты локацию не пошел, то есть пошел бы ты в сосновую рощу или ты пошел бы в камни, не нужно от него убегать. Это большое, огроменное, крутое правило, и ему нужно следовать. Сразись с этим выжившим, потому что именно в теле этого выжившего мы найдем приколяхи, которые нам будут очень интересны. Не нужно далеко ходить, просто зашел, подожди. Он прибежит обязательно. В игре так начинается для всех одинаково. Ну, может, конечно, подлутаться. Этот пацан может немного опоздать, а вот и он. Так, убегать он не будет. Мы с легкостью его сливаем. Сразу получаем здесь рюкзак, биту с шипами. Ну, короче, все то, что нужно нам для начинающего выжившего. И это очень круто. Потому что, поверьте, вот это колесо найти не так уж и легко. Особенно для новичка, который не знает, что да с чем. Лутать локацию, пожалуйста. Хочешь лутай, хочешь уходи. В принципе, никто тебя здесь не держит. Я хочу поднять один левелок и в принципе выйти на глобальную карту. Посмотреть что и как, потому что нам важен каждый момент, каждое движение, которое происходит в игре. На вопрос, как быстро прокачать уровень, есть тоже хороший элементарный ответ. Просто воюй, сливай, лутай. Руби, лутай. Ну, я не знаю, копай, лутай. Все, что ты не делаешь в игре, собираешь ягоды, я не знаю, охотишься на животных. Кстати, вначале это очень полезная тема. Нужно сливать все. Как бы ты не хотел, чтобы на животных, как бы ты не хотел не охотиться на животных, это лучше, конечно же, делать. Потому что и кожа, и все то, что выпадает, естественно, тебе понадобится в ближайшем будущем. Это тоже важно.
Разваливаем кабину некоторым зомби. Сейчас мы утонем еще один ящик. И в принципе можно будет валить на все 4 стороны. Для нас не особо левел сейчас важен. Хотя, если честно, многие манипуляции в игре откроются именно благодаря прокачке уровня. Итак, чтобы что-то... Уровень. Кстати, теперь у нас обновили вот это все с помощью рекламы. Если тебя не устраивает что-то из этого, обязательно смотри рекламу. Я еще никого не видел, кто с первого уровня получил бы взломщика. Я дополнительное бревно прирубки, шанс получить, почему бы и нет. Новые модули у нас появились, теперь мы можем крафтить что-то прикольное. Итак, второй уровень, это неплохо для нашего выжившего. Новые предметы, такие как копье, вот это все, в принципе, смотрите, еще только получил возможность крафтить рюкзак, а рюкзак у меня уже есть. Итак, смотрим. Оранжевая локация у нас откроется с 10 уровня, такие же как фабрика с 15. Это красная локация. И судя по тому, что это оранжевая локация, в нее можно сразу идти. То есть у тебя есть выбор пойти в мотель или в принципе бара проходить. Я вам так скажу, что самый хороший выбор мы сделаем прямо сейчас. Итак, мы заходим домой. Сделать максимально выгодную манипуляцию, которую... Может быть, ты сразу и не поймешь, но обязательно поймешь со временем, почему я так не сделал. Итак, мы будем разбирать свою базу. Во-первых, у нас есть вот такой вот дядька, который максимально будет круто тоже нам приносить всякие полезности. Во-первых, ты можешь восстановить энергию полностью, всю, которая у тебя в игре присутствует, или посмотреть, есть вот такие, получить опыт, который увеличится в разы, и это очень и очень круто. Я, конечно, получу опыт. Эффект от семян мозговики вы можете обратить внимание на навыки и во временных. Действует не так уж и долго, поэтому нельзя терять ни минуты. И каждый, если это теперь зомби, либо противник, будет давать вам дополнительный экстра опыт. И это круто. Если вы смогли слить зомби в режиме стелса, то это круто. Потому что он получил тоже в 2 раза больше урона. Итак, выгружаем все дома, все по максимуму. И что я хотел? Ребят, нужно немного растительного волокна. Также не помешает древесина. Из дерева можно сделать топор или кирку. Как вы видите, что персонаж уже подсказывает сам ваш персонаж. И как вы видите, за плутание простых элементарных вещей вы также прокачиваете свой уровень. Лутайтесь, рубитесь, добывайте. Итак, зачем я это делал? Для того, чтобы уже увеличить свою базу и смог построить еще один ящичек. В этом ящике будем хранить все то, что нам нужно. И это очень круто. Зачем я говорил, нужно разбирать свою базу? Потому что это важнейший вопрос в начале игры. Итак, разбираем базу. До 150 уровня, в принципе, ваша база не нуждается в стенах. Только после 150 уровня у вас есть возможность, естественно, пойти на рейд. Рейдеры это такие чуваки, которые, в принципе, приходят только после 150 уровня. И так мы получаем, за то, что мы просто разбираем базу, получаем драгоценнейшие доски, получаем драгоценнейший известняк и бревно обычного дерева. Ладно, шоколадно. Но поверьте, эти доски понадобятся для нас, чтобы собрать мост на ферму, для того, чтобы как минимум пойти куда-то, как максимум, естественно, сэкономить максимально большое количество времени. Разобрал, получил. Если хочешь, даже каменное разбери, там тоже, в принципе, они тебе не нужны в начале. В начале стены не нужны. А если ты хочешь сказать, да не, я лучше составлю, они как бы пригодятся потом. С тобой я тоже могу не согласиться, потому что ты теряешь деревянные стены каждый раз, когда приходят стайные зомби. Что такое стайные зомби и с чем их едят? Это вот такие вот зомбятушки, которые ежедневно посещают вашу базу и в принципе не дают расслабиться даже самому истинному застройщику. Посмотреть, что это такое, купить. Я не знаю, у меня нет возможности и желания донатить в начале игры, да и вообще донатить, наверное, не будем. Так, через 23 часа 55 минут зомби из зараженного леса могут разрушить ваш дом, ловушки и крепкие стены могут их остановить.
а останавливает их только каменная стена, деревянная же нет. Уничтоженные ваши эти зомби, поверьте, если не сегодня, то завтра придут на вашу базу несколько раз и уничтожат все деревянные стены, которые у тебя были. Что? Да, ты просто их потеряешь. А так у тебя есть доски и достаточно небольшой бонус. Приятный небольшой бонус. Что делать дальше? Я бы каждому новичку предложил, советовал. Да, если честно, это самое крутое, что может сделать новичок. Что, заправка? Вы серьезно? Да, ребят, я серьезно. Мы отправляемся на заправку, и на заправке нас ждет чудо. Потому что там каждому выжившему даются небольшая, но все-таки халява. Да, мы сейчас заходим на заправочку. На заправке мы будем делать ветера и, конечно же, исследовать ее. Все, что здесь есть, нас пока не касается и нам минимально или максимально эффективно. Тут можно прокачивать чоппер, которого у нас нет, заносить какие-то ресурсы. Необходимо собрать чоппер. Пока ничего нигде не работает. Работает только рулетка, которая как минимум дает вам 250 крышек безвозмездных. Ничего не нужно, каждому новичку даются 250 крышек. Нажимаешь автоспин, сразу говорю, лучше крути по 10. Чем больше раз ты прокрутил, тем больше шанс, что у тебя выпадет джекпот, и это даст возможность тебе хоть немного поживиться какими-то приколяхами. Что ты можешь выбить? Ты можешь выбить, ну, у меня просто конченые, извините, плохие награды, но тем не менее, когда-то здесь выпадал рюкзак. Я, конечно, бы не отказался даже от винчестера, то есть мне зелененькие угадать. Я не знаю, как действует вот эта рулетка, как вы открываете, напишите, может быть, у вас есть какие-то секретные комбинации, как выбрать именно зеленый. Зеленый. Отлично. Сейчас будет с чекой. Фиолетовый. Отлично. И вот здесь должен быть зеленый. Пожалуйста, либо серый, либо зеленый. Оу май гадабл. Халявный винчестер. Пускай это не самый лучший огнестрел в игре, но он тоже огнестрел. И он имеет свойство как бы сливать с расстояния зомбятушек и все, что у нас здесь присутствует. Некоторое везение дает вам 250 крышек поднять несколько наград и получить даже пару, а может быть даже 3 джекпота. Я, конечно, понимаю, что у каждого свое везение, у каждого аккаунта получается по-разному, но как вы видите, что я тут не особо надолго задерживаюсь, да? Да, и получил всего лишь винчестер. Ну, как бы там ни было, я получил всего лишь винчестер, и это круто. Также не забываем, что в событии «Испытай свою удачу» я получил 30, так бы я реаниматор халявный получил. Выпадя еще парочку хороших наград, я бы получил что-то бы еще, как минимум реаниматор. Итак, выезжаем на глобальную карту. У нас уже что есть? Винчестер, как бы там ни было, это халявная тема. У нас еще есть семена мозговихи, которые действуют на нашего персонажа. И теперь мы выходим, естественно, требуется 10 уровень. Нам нужно прокачать целый 15 левел для того, чтобы, ну, персонаж наш стал себя чувствовать достаточно уверенно, прикольно и интересно. То есть открывается новая возможность. Залетаем в сосновую рощу, никуда ты от нее не денешься. Может быть, ты пойдешь в камни, то есть это по выбору. Я всегда любил лесок. Мне всегда как бы по нраву, и если честно, лес нам вначале больше нужен, потому что дальше мы будем из досок, из бревен делать доски, и, естественно, доски потом в уголь, поэтому эта вся тема у нас больше интересна. А вы, кстати, не забывайте ставить лайки, потому что чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующий видос. Чем больше, конечно же, ваших комментариев, тем быстрее выйдет следующий видос. Поживаем заново. Вам интересна эта тема? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Мы сейчас лутаем вообще полностью всю локацию. Я понимаю, что делать это можно разными способами. У меня тоже есть свои способы. И, например, мне очень интересны те же, как говорится, семена мозговики. Ну, либо то, что можно посеять и получить за это что-то. Так, увеличиваем запас здоровья на 2, неплохо. И, естественно, продолжаем жить, выживать, добра наживать. Все, что выпадает на локации, нам нужно. Итак, режим автоатаки.
Это, можно так сказать, божественный режим, который дает вам немного релакса, и он поможет вам в дальнейшем. Тут у нас есть вот такие вот псевдобоссы, которые дают достаточно впечатляющее количество опыта, и с них тоже может цепануть что-то приятное. Поэтому нужно тоже зацеплять их. Не бояться сражаться и, в принципе, получать от всего, что здесь происходит, удовольствие. Мы сейчас будем автоатачить. Что такое автоатака? Сейчас мы пролутаем вот красивый симпатичный ящик, забираем с него все. И так, смотрим, что теперь уже нам больше нужно, а что меньше. Часы, я думаю, в ближайшем будущем мне не пригодятся. Клей тоже, в принципе. Меня интересует вот эти вот растительное волокно, которое сейчас положить в инвентарь невозможно, поэтому придется что-то придумывать, выдумывать. И, естественно, певчанский тоже в ближайшее время, в принципе, мне не нужен. Мясо, да, нужно, но если что, я, ну, как бы пожертвую и мясом. Забиваем инвентарь, нажимаем автоатаку, и наш персонаж просто бегает сам и тушится по локации, а мы можем попить чай, но не забываем, что нужно хоть одним глазом, но присматривать за ним, потому что на твоего персонажа могут напасть и, в принципе, слить. Не всегда он делает то, что хотел бы именно ты. И некоторые моменты в игре тоже недоступны вам. Он не хилится. Смотрим, наслаждаемся и, естественно, лутаемся. Все, что здесь мы находим, мы получаем. Итак, новичок, как тема. Сейчас мы посмотрим, что будет, если на вас согрятся. То есть он переключается, даже сам отбивается. Но только единственное, что не хилится. Уровень прилетает один за другим. Во время этого всего нам доступны новые модули. Это все очень круто, очень круто, очень круто. Я бы, конечно же, советовал сразу создавать что-то, что нам поможет в дальнейшем. Итак, это будет топор. Так, как я так и понял, что нам не провода, блин, все вот это, прикиньте, нам нужно. Я понимаю, что удалив хоть что-то с инвентаря, нам придется, ну, ладно, вода. Почему я ее буду удалять, если я могу вот так? Итак, ребятушки, нам придется создать топор, чтобы наш персонаж мог теперь рубить деревья. За это тоже он получает и опыт, и, кстати, сезон. Представьте себе, что сезон тоже важная тема. Доступна практически с нуля выживания. И на 5-м левеле мы уже получим, возможно, даже какие-то скины. У меня вот такая вот ведьмочка, которая на спине будет прикольно, миниатюрная копия моей тещи, ведьмы, которая в зараженном лесу. Но об этом пока еще рано. Мы, ребятушки, рубим деревья и собираем максимальное количество растительного волокна. Так, недостаточно места для бревна. Как только так написал ваш персонаж, значит все. В принципе, больше он бревен брать не сможет. В любом их количестве. Но не главное семена. И посмотрим, что у нас там с навыками. Еще больше увеличиваем запас здоровья. Еще больше увеличиваем запас здоровья. Круто, интересно и максимально быстрый уровень взломщика. Я даже не знаю, какой у вас, на каком левеле вы получили уровень взломщика. Максимально большой. Что такое максимально большой? То есть я получил свой взломщик на, дай даже памяти, я даже не помню, на 49 уровне. 47, 49 это первый, второй. И это очень хороший результат. Я, конечно, слышал, что на 7 кто-то получал, кто-то на 100, а кто-то докачался уже до 170 и до сих пор не получил ничего, что напоминало бы уровень взломщика. Поэтому, ребят, вопросик к вам. Что же и как же бы вы как бы написали, в каком уровне первый взломщик выпал, либо не выпал и еще. Буду благодарен. Итак, новый уровень. Блин, я очень сильно хочу взломщика. У меня запас здоровья уже на 8 увеличен. Это круто. Уже 108 хп. И я выбираю именно эти модули. Именно эти навыки. Достаточно везучая тема. Также появляются новые чертежи. И, конечно же, наш пацан лутает то, что ты ему скажи.
Известняк нужен, не нужен. Ну ладно, он лутает автоматически. В конце ты, естественно, только наслаждаешься тем, что твой персонажик просто круто себя чувствует. Зачем нам уровень взломщика? А потому что некоторые места требуют уровень взломщика. Например, в некоторых локациях ты не можешь. Вот смотрите, видите, на автоатаке он не дает ничего волку. То есть он не дает отсечь волку. И получается, что волк наносит урон, а наш персонаж просто курит в сторонке и ничего не делает. Это печально обидно. Так, хилиться можно также и сырым мясом, но лучше его приготовить. В разы лучше. Где лежит растительное волокно, вам не нужно даже задумываться. Как только твой персонаж остановился и пишет, что инвентарь полон, значит растительного волокна здесь больше нет. На этой локации точно. Но мы можем подумать, что нам более важное. Например, вместо веревок я, наверное, возьму все-таки подформлю немного древесинки. Пускай будет у нас 2 стека. Только тогда отправимся домой и выложимся в инвентарь. Я думаю, что это все поможет нам в ближайшем будущем немного повыживать. Но лучше, конечно, воевать. Пока у нас действует вот это вот семена мозговики, я бы очень хотел апнуть 10 плюс уровень. Но спешить это делать я не буду, так как у нас есть еще очень много времени для того, чтобы выкачать нашего персонажа. И я думаю, что прямо за несколько минут я получил немного удовольствия. Вспомнил, как же я фармил лес, хотя, наверное, сейчас даже самые прокачанные персонажи за лес не забывают. Итак, у нас выпал рыболов. Теперь после этого навыка ваш персонаж сможет участвовать в рыбных турнирах и все остальное. Так как у нас происходит ваш инвентарь полон, то я... Так, инвентарь полон, значит уже все залутано. И у нас вот так вот обычное бревно и все остальное, естественно, ушло. Ха-ха-ха. Можно было бы еще что-то забрать. Ну ладно, шоколадно. Давайте пока наш персонаж лутает ягоды на автоатаке. Я хотел бы сделать еще одну тему. А давай-ка попробуем хоть раз поменять вот эти навыки. И посмотрим, выпадет еще один фиолетовый. Так же, как сейчас рыболов. Итак, ребят, да ладно, опять рыболов, опять то же самое, опять то же самое. Вы что, серьезно? Очень неинтересно или очень интересно? Ну, то есть, поменялось, но, по-моему, не в ту сторону, которую хотелось бы. Итак, я не знаю даже, то есть рыболов у нас однозначно опять выпал. Печально. Я хотел бы, конечно, что-то другое. То есть один раз дается. Ну что, получаем больше опыта, почему бы и нет. И мой персонаж, пока реклама шла, представь себе, лутал эту локацию. Залутал целых 20 ягод. Это очень круто. Отнесем все домой. В принципе, с этим всем мы можем что-то уже начинать делать. Обязательно не забывайте, что радио, как только ты соберешь, оцените игру, поделитесь впечатления свои. Да, спасибо огромное. Оцените игру. Да, оцените. На некоторые игры дают хоть что-то за то, что ты оцениваешь игру. Ну, как бы привилегия зайти туда, написать комментарий и получить уйму позитивных эмоций. Нам предлагает игра собрать радио, начать замечательные приключения с помощью врывания с ноги, как говорится, в акт. В акт 1, в акт 2. Сразу хочу сказать, что не забудьте, что как вы начнете собирать или складывать ресурсы в самом начале, так они будут лежать до конца. Поэтому обращайте внимание на это. Дальше будет сложнее. Чем быстрее вы приучитесь к порядку, тем быстрее вы будете находить нужные ресурсы. И, естественно, не нужно будет их искать и тратить время на то, чтобы их самое главное найти. Мы уже создали свой первый ящик с огнестрелом, и это очень круто. И я думаю, что, например, мясо, которое мы принесли, можем уже превратить в вяленое без особых проблем. А вяленое мясо это уже неплохой хил для того, чтобы пойти на какие-то более опасные локации и поучаствовать в каких-то более опасных приключениях. Пока что я говорю вам пока, это только первый ролик и это только первые начинающие лайфхаки, которые лайфхаки для выживания, как нужно правильно выживать. Всем, ребят, пока. Лайки, комментарии, подписки.